Немецкие компании помогают России в оккупации, кто у кого крадет законы и массовый обстрел Харькова. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Глава украинского МИДа рассказал о том, что считает главным на данный момент в вопросе помощи в войне. И мы говорим о Патриотс, потому что это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты. А только в марте по Украине было выпущено 94 баллистические ракеты. Электронный кабинет призывника в Украине и в России. Найди 10 отличий. Чисто терминологически, первая версия комплексного закона про мобилизацию, там переписывали, видно было, что с российского закона. Убежище, которому тысячи лет нашли в Израиле. Мы сидим сейчас в комплексе, подземном комплексе времен Второго еврейского восстания против римлян в первой половине второго века нашей эры. Спасибо, что смотрите, спасибо вам за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на канал. Все это на самом деле очень важно и вообще не сложно. Поехали. Немецкие компании помогают России в строительстве в оккупированном Мариуполе. Об этом пишут немецкие медиа. Журналисты АРД нашли доказательства того, что немецкие компании Knauf и ВКБ Systems участвуют в строительстве объектов в Мариуполе. Гипс и другие стройматериалы поставлялись компаниями для постройки домов в разрушенном городе. Журналисты пишут, что основатель компании Knauf Николаус Кнауф занимал пост почетного консула РФ. Он сохранял должность даже после оккупации Крыма. А главный акционер ВКБ Systems – российский олигарх Виктор Бударин, который использовал компанию в качестве поставщика для строительной отрасли России. Латвия выделяет дроны на 1 миллиард евро для Украины. Они уже собраны, проверены и готовы к отправке, говорит премьер-министр Латвии. Но речь на встрече с украинским коллегой шла не только про дроны. Мы также предусмотрели пожертвования как на материально-технические вещи, так и на амуницию и вооружение, которое есть у нас. Особенно амуниция очень важна для Украины. Это мы также обсудили сегодня с премьер-министром Украины. Очень важны взрывчатые вещества, транспорт, оружие, индивидуальная экипировка. Латвия также поддержала инициативу чешского президента с покупкой снарядов для Украины. Уже 20 стран в этой инициативе принимают участие. Накануне Йенс Столтенберг заявлял о необходимости долгосрочной и надежной поддержки Киева. Сейчас мы обсуждаем способы институционализации большей поддержки в рамках НАТО, чтобы сделать ее более предсказуемой, более надежной. Потому что мы твердо убеждены, что поддержка Украины должна меньше зависеть от кратких добровольных предложений и больше от долгосрочных обязательств НАТО. Поступая таким образом, мы дадим Украине то, в чем она нуждается, а это долгосрочная, предсказуемая, надежная поддержка. Украинский министр иностранных дел поприветствовал эти заявления, которые сделал генеральный секретарь, и сказал, что создание фонда на 100 миллиардов – это тоже отличная идея. Все эти предложения прозвучали от представителей НАТО на праздновании 75-летия Альянса. Я не хочу портить праздник, день рождения, но моим главным посланием сегодня будут Патриот. Потому что спасение украинских жизней, спасение украинской экономики, спасение украинских городов зависит от наличия Патриотс и других систем ПВО в Украине. И мы говорим о Патриотс, потому что это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты. А только в марте по Украине было выпущено 94 баллистические ракеты. Но обеспечение Патриотс зависит от союзников, а у них их много. Так что это будет моей главной темой сегодня. И я с нетерпением жду дискуссии, которую мы будем вести с союзниками. Кулеба говорит, что сейчас очень важно сохранять украинские жизни, города и Украину, и все это зависит от разных систем ПВО. В частности, это касается Patriot. Цитирую, потому что они самые мощные. В Украине создают электронный кабинет призывника. Говорят, что повесток в нем не будет, но, наверное, это пока. Согласно закону, который был принят и подписан, никаких положений, которые касались бы электронного направления повесток, сейчас нет. Фактически, это инструмент, который служит исключительно для того, чтобы гражданин или гражданка обновили свои данные. Украинские законы о мобилизации очень часто повторяют российские. Об этом говорят юристы. Мы спросили у эксперта и кандидата юридических наук Геннадия Дубова о том, насколько действительно схоже мобилизационное законодательство в России и Украине.
чисто терминологически, вот первая версия этого комплексного закона про мобилизацию, там переписывали, видно было, что с российского закона, поскольку применяли такой термин, например, как там меры. На украинском это звучит как заходы, традиционно в рамках юридической терминологии. С одной стороны, это действительно вызывало некий такой, ну скажем, непонимание смысловое и содержательное. С другой стороны, оправдать это все-таки можно, и, вероятно, тем, что так или иначе в рамках советской системы законодательства, которая регулировала вопросы мобилизации, и жила и территория, которая сегодня является Российской Федерацией, и территория, которая сегодня является независимой Украиной. И в целом структурно проблемы были одни и те же. Проблемы, которые прежде всего состоят в том, что советская мобилизационная модель, она соответствовала тем социальным реалиям и, к примеру, опиралась на такой институт, как институт прописки. Плюс институт условно обязательного рабочего места с ответственностью за тунеядство. Интеграция разных информационных баз или обязанность человека подавать эти сведения в электронной форме, независимо от места своего нахождения, она в принципе представляется достаточно логичной. Это, грубо говоря, вот у нас по другой теме эта история была отработана с введением кабинета в рамках правосудия, кабинета адвоката, кабинета нотариуса. То есть вот, чтобы не отправлять почтой в таком старорежимном конверте повестку в суд, ее на сегодня есть ряд лиц, в том числе и госорганы, они получают ее или должны будут получать в электронном виде. Вместе с тем в Украине убирают определение «ограниченно пригодный». И теперь все, кто имел такой статус, должны будут пройти медицинскую комиссию в течение 9 месяцев. Россия обстреливает Харьков всеми видами ракет и дронов. 10 шахедов влетели в Харьковскую область с территории России. Еще одна группа прилетела со стороны Николаевщины. В целом атака минувшей ночью была одной из самых массовых, говорят в командовании воздушных сил. Мы видим эту циничную тактику врага, который продолжает атаковать из разного вида вооружения, в том числе кабами, беспилотниками, чтобы давить на мирное население. Ничем иным, как морально-психологическим давлением, это не может быть, поскольку такие атаки не несут абсолютно никакой военной цели. Это атаки по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Таким образом, мысль Кулебы о том, что сейчас самое важное – это качественное ПВО, подтверждается снова и снова. В Харькове 4 попадания шахедов минувшей ночью в объекты гражданской инфраструктуры. 4 человека погибли, 12 ранены. Аргентина будет добиваться возвращения Фолклендских островов. Об этом президент Аргентины заявил во время церемонии в Буэнос-Айресе, посвященной памяти солдат, погибших во время Фолклендской войны. В 42-ю годовщину начала конфликта Милей заявил, что его администрация будет стремиться создать маршрут для восстановления суверенитета над Фолклендскими островами и другими морскими территориями, такими как Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова. В заключение хочу еще раз заявить о нашем требовании относительно островов. Во время моего пребывания в правительстве я взял на себя обязательство разработать четкий маршрут действий, чтобы Фолкленды могли вернуться в руки Аргентины. От имени аргентинского народа я хочу поблагодарить ветеранов, их семьи и всех, кто носит военную форму, за их службу. Да благословит Господь аргентинцев, и да пребудет с нами сила небесная. Спасибо вам, и да здравствует свобода, черт подери. Убежище, которому 2000 лет нашли в Израиле. Археологи на севере страны обнаружили огромное подземное убежище, состоящее из узких туннелей и больших комнат, которые были вырыты жителями еврейской деревни на глубину около 100 метров. Это самое большое убежище из найденных. Мы сидим сейчас в комплексе, подземном комплексе времен Второго еврейского восстания против римлян в первой половине II века нашей эры.
Мы находимся в убежище, которое было вырыто под еврейской деревней. Оно находится в 5 метрах над нами. И его вырыли для того, чтобы семьи могли спрятаться, пока здесь находятся римляне, и потому что они боялись за жизнь детей. Тесные норы, слишком узкие для бронированного легионера, проходят между большими полостями, где есть место, чтобы стоять, собирать и хранить ценные вещи. Пещерная система была рассчитана на спасение целых семей. Во время раскопок команда нашла бронзовое кольцо, подходящее для детского пальца, и небольшой клинок. В этот период в Святой Земле произошло 2 неудачных восстания против римлян. Кульминацией первого стало разрушение второго храма в Иерусалиме в 70 году. И спустя десятилетия знаменитый вождь Бар-Кохба возглавил восстание, которое тоже потерпело поражение. В предгорьях Иерусалима были найдены похожие укрытия того времени и следы разрушенных деревень. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал, все это очень важно, ведь это расширяет нашу аудиторию. Но у меня на этом все, до встречи, хороших вам новостей.